Привет всем, с вами Джексон, и сегодня мы будем продолжать делать наш проект. Как и обещал, сегодня мы будем делать блок питания. Для этого нам понадобится достаточно мало компонентов. Самое главное, это у нас сам трансформатор. Будем вот такой трансформатор использовать. Честно говоря, он, можно сказать, самодельный, поскольку я полностью сам его перематывал. Тут изначально напряжение было, по-моему, около 9 вольт, я сделал 12. Ну, в принципе, там нагрузка небольшая, так что все нормально. Вот так я его сделал. Тут провод используется нестандартный. Стандартный был более толстого сечения. И тут у нас вот идет вход на 220 и выход у нас на 12. Также нам нужна будет, соответственно, схема, которая будет у нас превращать из, получается, переменного тока в постоянный. Она достаточно простая, требует всего лишь 6 основных компонентов, не включая диодного моста. Самое главное, это нам найти стабилитроны и транзистор, в нашем случае это КТ-805. У меня все это есть. Вот сам транзистор достаточно старый, КТ-805. Есть у нас один вот такой стабилитрон, ну похож он на диод, но это стабилитрон именно. И нам нужно будет два конденсатора. Один у нас идет до транзистора на 220 микрофарад на 16 вольт, 220, 2200 микрофарад на 16 вольт, и второй уже после транзистора нам нужен на, получается, 1000 микрофарад на 16 вольт. Также нам тут вот в этом месте у нас используется, получается, переменный резистор на 10 кОм. Я вот такой вот нашел. Это для того, чтобы регулировать напряжение. То есть мы при помощи него сможем отрегулировать нам необходимое. Допустим, если будет 14, мы можем снизить до 12 по необходимости. Нужно тут сопротивление на 100 Ом. Ну, это без проблем найти можно. И самое главное, ну, одно из самых главных, конечно, деталей, которая нам тут нужна, это диодный мост. Без него никак, поскольку он именно выпрямляет ток и делает из переменного постоянный. У меня нету именно самого целого диодного моста, я просто возьму 4 диода и сделаю из них диодный мост. Тут у нас получается схема вся достаточно простая, спаять сможет даже любой новичок, самое главное все правильно соединить. Ну, тут, я думаю, не составит ни для кого это труда. Это просто у нас вот эта вот схема выравнивает из переменного тока в постоянный. Самое главное, чтобы этот транзистор нормальным был. Я его вроде тестировал, он должен быть нормальный, но я на 100% не уверен. Для того, чтобы его проверить, допустим, если вы нашли какой-нибудь трансформатор, уже заговариваюсь. Если вы нашли какой-нибудь трансформатор, чтобы его проверить, нужна достаточно простая, такая, не знаю, уловка, что ли. Нам нужен вот такой вот провод, у меня он уже тут есть, лампочка, и все, собственно. Мы должны, получается, вот как видите, вот тут подсоединен предохранитель, таким же образом подсоединить вместо предохранителя лампочку. То есть это у нас идет последовательно. Мы подсоединяем, у меня сейчас паяльник вроде включен. Также для безопасности я возьму термоусадку, для того, чтобы можно было закрыть контакт. Так, сейчас мы ее вот отрежем небольшой кусок. Ну, там, так. И еще есть у нас уже тут отрезанный один кусок. Ну вот, да, вот таких кусочков мы отрезали. Просто надеваем на эти провода. Это просто для небольшой безопасности. Электричество это не игрушки, так что желательно всегда на всякий случай делать всякую защиту, изолировать все. Так, сейчас надо тут провод немного укоротить, он слишком длинный. Так, вот. И тут без последовательности какой-то, вернее, без какой-то полярности, просто подсоединяем и натягиваем сюда термоусадку и второй контакт. Просто лампочка должна быть у нас подсоединена последовательно с трансформатором. Также предварительно при помощи мультиметра лучше проверить контакты, то есть мы включаем прозвонку, во-первых, проверяем, чтобы эти контакты никаким образом с, получается, массой трансформатора не соединялись, то есть их прозваниваем, и потом включаем, получается, сопротивление в пределах где-то 2000 Ом, ну там больше и не будет, потому что трансформатор, ну редко бывает. Так, и просто подсоединяем, и у нас тут 200-260 Ом, значит все нормально, значит у нас обмотка не порванная. Теперь это все дело мы подсоединяем в розетку. Кстати, тут я забыл термоусадку надеть, не было. Всегда для безопасности я ее надеваю, чтобы нечаянно не задеть. Так. Что электричество это не шутки, нужно хорошо долбануть. Так, все, соединил, готово. Теперь нам нужно это все дело подсоединить в розетку. Так, сейчас что-то отсоединю у меня тут.
И подсоединяем это все, делаем в розетку. Все, оно подсоединено. Теперь это дело мы можем проверить. Берем, получается, сейчас мы не включаем, получается, постоянный ток, а включаем переменный, потому что на выходе у нас с трансформатора пока что переменный ток. Выключаем 200 вольт, нам вполне этого достаточно. И просто берем, так, где-то щуп. Так, все аккуратно. Старайтесь ни в коем случае туда не задеть. На входе, так, вот. И проверяем. У нас тут, получается, отображается пока что 9 вольт. Но это только пока что, когда мы все это дело выпрямим при помощи нашего, получается, диодного моста, у нас будет где-то 12 вольт, может быть даже больше. То есть, значит, если у нас на выходе уже есть ток, значит у нас все работает и все у нас нормально. У нас 8,9 вольт. Это вполне достаточно для нашей схемки. Мы просто потом после диодного моста увидите, как оно увеличивается напряжение, если вы будете мерить, получается, в постоянном токе. В общем-то, теперь нам нужно, самое главное, это... Так, кстати... Вы когда вот таким образом подсоединяете это все дело, у вас лампочка не должна загореться. Если она у вас загорается, значит где-то у вас там замыкает. Если лампочка у вас загорается, это очень плохо. Так что у нас лампочка не загорелась, значит трансформатор работает и нормально. Можно вот так аккуратно, только если дотрагиваетесь, очень быстро все это делаете, чтобы вас не долбануло. Проверяйте, нету ли, не пробивает ли на массу. То есть, чтобы массой вас не долбануло, аккуратно можете проверить. Так, в общем-то, все нормально. Отсоединяем это все дело. Так, теперь нам нужно спаять саму схемку. Все это буду паять на вот такой макетной плате. Ее даже, наверное, много будет. Можно сделать поменьше, но мне вполне достаточно. Нам самое главное, опять повторюсь, нужно найти транзистор. У нас КТ-805 или другой аналогичный. Можно из какого-нибудь блока питания его тоже взять. Кроме того, этого транзистора должно быть охлаждение. К нему маленький радиатор нужно прицепить будет. Также нам нужен... Получается, самое главное, стабилитрон. Его достаточно трудно в наше время найти. Можно в некоторых случаях и без него обойтись, если другую схему использовать, но я лучше с ним сделаю. Но достаточно трудно в наше время найти, но тех, у кого есть запасы старых радиодеталей, те без проблем, мне кажется, его найти смогут. И, в общем-то, все. Сейчас попробуем это все спаять. Все дело достаточно простое, и, в общем-то, давайте начнем. Диодный мост, все делается достаточно легко. Кто не знает, вот схема диодного моста. Теперь у нас на выходе будет постоянный ток, он у нас более-менее его выпрямил, правда, сейчас ток будет далеко не постоянный, в плане того, что он будет достаточно сильно искажаться и будет нестабилен. Но мы сейчас уже можем проверить, работают ли наши, получается, диоды. Для этого подсоединяем наш трансформатор в сеть, берем наш мультиметр и уже теперь включаем постоянный ток и проверяем, что у нас идет на выходе. На выходе у нас около 8 вольт. Вы не удивляйтесь, сейчас ток будет ниже, чем обычно, поскольку диоды немного кушают, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы ток вышел на номинальный, так скажем, уровень, нам нужно еще прицепить конденсатор, который у нас более-менее все это выровнен. Сейчас мы его подцепим, посмотрим, какой будет у нас результат. Я впаял конденсатор, теперь мы можем проверить, что у нас получилось на выходе, и это теперь у нас будет буквально окончательное напряжение. Включаем тестер в измерение постоянного тока, и теперь проверяем. И у нас тут 12,6, 12,16 получается. И это как раз то, что нам нужно. То есть на выходе у нас будет 12 вольт. Так что если вы находите какой-нибудь трансформатор, не пугайтесь, если он там, допустим, в нашем случае на 3 вольта был ниже нужного нам. Просто вы, когда после диодного моста, после, получается, первого конденсатора, напряжение выровняется, и оно будет больше, чем если было бы оно переменное. И вот у нас получается сейчас 12 вольт, как раз то, что нам нужно, просто мы впаяли конденсатор. Это у нас конденсатор сейчас на 1000 микрофарад. Также я впаивал, получается, конденсатор на 2000 микрофарад. У меня с первого раза не получилось, и оказалось, дело в том, что этот конденсатор оказывается мертвый, но хотя по внешним признакам никак это даже не скажешь, он с виду даже такой, новенький, можно сказать. Но если присмотреться, снизу у него вот это вот, получается, днище, оно такое привыпухлое, он просто вздулся,
загорелся, видимо, и испортился, поэтому конденсатор у нас был мертвый. Вот впаял, получается, на 1000 микрофарад на 16 вольт, теперь все у нас работает и напряжение 12 вольт. Как раз то, что нужно нам, чтобы питать наши, получается, схемы. Теперь давайте соберем полностью схему, уже впаяем наш транзистор, выровняем полностью напряжение, чтобы оно было стабильное, чтобы не было никаких помех. И, в общем-то, давайте начнем. Я все спаял, вот такая схемка у нас получилась, достаточно простая, компонентов тут достаточно мало. Главное, что у нас есть сам транзистор, стабилитрон, получается переменный резистор, при помощи которого мы можем, получается, менять выходное напряжение, то есть просто мы его крутим и меняем в зависимости от нашей надобности. И, в общем-то, теперь давайте проверим, подсоединим все это к сети. Так, кстати, уже не использую лампочку, поскольку мы уже проверили, все нормально работает. И теперь просто проверяем, что у нас на выходе. На выходе я сделал вот два таких вот контакта. Так, раз. Так, надо включить измерение. И на выходе у нас около 12 вольт, что вполне достаточно для наших, так скажем, задач. В общем-то, вот такой блок питания, вот он немного скачет, поскольку плохое там соединение, в общем-то, 11 вольт тут точно есть, даже 12. В общем-то, вот что у нас получилось, достаточно простая схемка, нашел ее в интернете. Главное иметь транзистор КТ-805, у нас он был, и я вот на нем все это сделал, так это у нас получилось. В общем, достаточно простая схемка, вот такой у нас теперь блок питания, вот на таком вот транзисторе советском, он перемотанный мной, в общем-то, он работает, а это главное. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока.